Привет, солдат! Ты на канале 2 Патрона, и в этом выпуске мы разберем гранаты в игре Escape from Tarkov. Мы провели множество тестов, накидали около 1000 гранат и готовы тебе рассказать о них. Запасайся вкусняшками, тебя ждет взрывной контент. Поехали! Гранаты. Сколько боли в этом слове. Чаще всего даже твоя граната — это твой враг. Не туда летит, отскакивает непонятно как. Не наносит урона противнику, который находится к ней очень близко. И так далее. Перечислять все негативные моменты можно очень долго. Но сколько и радости в этом слове. Как же классно кому-то подорвать пукан в прямом смысле этого слова. А какие классные звуки взрыва в игре. Реализация гранат выполнена очень хорошо. Но давай разберемся, что же такое граната в Таркове. И как ее правильно применять, как кидать и какие трюки с ней можно вытворять. Перед тобой граната из игры. Реальные технические характеристики нас не интересуют, а вот игровые очень даже. Да и как ты увидишь дальше, основных характеристик, на которые стоит обратить внимание, всего 3. Это радиус взрыва, вес гранаты и задержка до взрыва. РГД-5. Радиус взрыва от 3 до 7 метров. Задержка до взрыва 3,5 секунды. Вес 310 грамм. F1. Радиус взрыва от 3 до 8 метров. Задержка 3,5 секунды. Вес 600 грамм. М67. Радиус взрыва от 3 до 9 метров. Задержка 5 секунд и вес 396 грамм. Светошумовая граната «Заря». Задержка до взрыва 2 секунды. Вес 175 грамм. Про дымовую гранату мы в этом ролике разговаривать не будем. В ней нет ничего интересного. Начнем мы с ответа на вопрос, куда класть гранату, чтобы она первая пошла на сброс. Очередность сброса гранат такая. Сначала персонаж сбрасывает все гранаты из кармана, а затем начинает выкидывать из разгрузки. А вот сброс с разгрузки очень интересно реализован. Сброс с карманов разгрузки идет слева направо, сверху вниз, а сброс из самих карманов разгрузки идет в обратном порядке от того, в какой последовательности ты положил гранаты в карманы разгрузки. Вот, например, в разгрузке АВС. Если ты хочешь, чтобы из первого кармана сначала полетела заря, а потом F1, то первый кладешь F1, а второй зарю. Из второго кармана сделаем такой же порядок, только положим гранаты в другие части кармана. Теперь у тебя из первого кармана первый идет заря, а второй F1. Из второго кармана точно так же. Вот пример альфа разгрузки. Кладешь первое М67, чтобы она сбросилась последней. Далее F1 и заря. Во втором кармане сделаем точно такую же последовательность, но поменяем местами гранаты в кармане. Мы хотим показать тебе, что порядок гранат в кармане не важен. Важна очередность, с которой ты эти гранаты кладешь в карман. И теперь у тебя первой будет идти заря, второй F1, а третий М67. Данный способ очередности работает и в схроне. Ты можешь заранее выбрать очередность сброса гранат перед рейдом. Вопрос, под каким углом граната полетит дальше всего? Ответ. Это угол 45 градусов. Кидая гранату под таким углом на ровной поверхности, ты кинешь гранату на самую большую дистанцию. На экране ты видишь броски разных видов гранат под двумя углами. Это 45 градусов и чуть больше, примерно 65 градусов. Несмотря на разную массу гранат РГД-5 и F1, летят они и катятся по полу на одинаковое расстояние. Граната М67 летит дальше и катится дальше, несмотря на то, что ее вес больше, чем РГД-5. Видимо, разработчики решили таким образом скомпенсировать то, что граната М67 взрывается через 5 секунд после активации, а РГД-5 и F1 через 3,5. Запомним, это первое отличие М67 от остальных гранат. Что касается зари, то ее нужно бросать только под углом 45 градусов, если ты хочешь, чтобы она взорвалась на земле, а не в воздухе. Вопрос, как понять, что я бросаю гранату под углом 45 градусов? Очень легко. Для ответа на этот вопрос мы провели много тестов по броскам и вывели некий ориентир, по которому можно кинуть гранату на максимально возможную дистанцию. Вот этот ориентир. Это выпуклость на ремешке часов. Наводишь ее на место, в которое хочешь бросить гранату, и бросаешь. Да, ориентир не самый лучший, когда кругом идет война, а ты стоишь и целишься ремешком часов, чтобы бросить гранату. Но он может пригодиться новичкам, которые смогут потренироваться по этому ориентиру и набить руку для броска. И еще одно, этот ориентир работает только на ровной поверхности, а также тебе нужно визуально оценивать дистанцию и понимать, сможет ли туда долететь граната. Запомни это.
А мы переходим к теме бросков гранаты в здании. Предположим, что ты стоишь недалеко от двухэтажного дома, и тебе нужно забросить гранату на второй этаж. Что стоит учитывать? Первое. Расстояние до дома. Второе. Угол, под которым ты стоишь относительно окна. Это особенно критично, когда ты стоишь совсем близко к тому месту, куда хочешь бросить гранату. Например, у дверного проема в комнату или у окна. Оконные рамы и решетки имеют физическую модель. То есть при попадании в створку оконной рамы граната отскочит под углом. Учитывается при этом гравитация и угол, под которым граната ударяется о препятствие. Можешь придумать свой ориентир для броска в окна. Это могут прицелы быть, фонари, цевья. В общем, что угодно, что поможет точно минуть гранату. Вот пример броска гранатой по ориентиру фонарика. Несколько интересных фактов. Бросив гранату строго вверх, она взорвется в воздухе и не нанесет урона, но это неприменимо к гранате М67. Попытка кинуть гранату в прыжке приведет к плачевным последствиям. Теперь поговорим о самом интересном, о том, как работает граната, как она взрывается и какой урон наносит. Сразу оговоримся, что все, что будет дальше, это лично наши наблюдения из проведенных тестов. Мы не уверены, что именно так разработчики реализовали взрывы гранат. Ранее мы думали, что граната взрывается и убивает осколками, но на деле все оказалось совсем не так. Проводя наши тесты, мы выяснили, что при взрыве гранаты образуется полусфера с некоторым радиусом, то есть взрывной волной. Этот радиус описан в характеристиках гранат. Как это мы выяснили? Очень просто. Бросая гранату, мы подходили все ближе и ближе к ней и фиксировали урон. Так вот, этот урон почти всегда был одинаковый. Вот пример. Мы бросаем гранату в одно и то же место, и при этом стоим на одном и том же месте. И вуаля! Что от первого взрыва ЧВК получил вот такой урон, что от второго почти такой же. Обрати внимание на правую руку и правую ногу. Они получили меньше урона, чем левые конечности. И теперь вспомните стойку ЧВК с оружием. Да-да, все верно. Правая рука и правая нога находятся чуть дальше от взрыва, чем остальные части тела. Заметив такой нюанс, мы начали проводить тесты стоя боком к гранате. И они подтвердились. Таким нехитрым способом мы выяснили, что вокруг гранаты образуется полусфера, в которой игрок получает разный урон, в зависимости от дистанции до центра взрыва. У гранат написан радиус от 3 до 7, 8 и 9 метров. Как мы полагаем, в радиусе 3 метров 100% смерть. От 3 метров урон пропорционально падает до самого края полусферы. Вот пример. Где РГД не наносит урон, там наносит урон F1. А где F1 не наносит, там наносит урон М67. Граната М67 имеет самый большой радиус взрыва. Это самая опасная граната в игре. Теперь что касается осколков. Да, осколки есть, и они вылетают в случайных направлениях от взрыва. Но их очень мало, чтобы убить ЧВК. Скорее всего, так сделали, чтобы не нагружать сервер. Вполне вероятно, если было бы большое количество осколков, то это вызывало бы фризы. Так вот, мы очень много раз кидали гранаты и пытались поймать осколки, но за все время это получилось сделать только один раз. Вот это видео. Броня. Спасет ли броня от гранаты? Нет, не спасет. Если ты находишься в зоне действия взрывной волны, то вся броня игнорируется и даже не получает урон. Но вероятно, если в тебя прилетит осколок, то броня отработает. Но такого мы зафиксировать не смогли. Светошумовая граната предназначена для ослепления и оглушения противника. Если такая граната взорвется около твоих ног, то какое-то время ты ничего не будешь видеть и слышать. Так, а с какого расстояния светошумовая граната перестает действовать? Полностью никаких эффектов не возникает примерно вот с такого расстояния. Если будем приближаться ближе, то мы уже будем ловить зайчика. И чем ближе к гранате, тем дольше этот зайчик будет на экране. С определенного расстояния уже будет появляться затемнение экрана. И чем ближе к гранате, тем сильнее это затемнение. Ну а полный эффект от этой гранаты ты уже видел. Что если отвернуться от гранат? Если тебе под ноги кинули гранату, но ты успел отвернуться, то ослепления у тебя не будет. Но будут другие неприятные эффекты, такие как писк в ушах и размытый экран. Эти же эффекты ослабевают с отдалением от гранаты. Таким образом, отвернуться от гранаты – это самое лучшее, что ты можешь сделать, так как тебя не ослепит и ты будешь более-менее работоспособен. Как сильно нужно отвернуться от гранаты, чтобы не было ослепления?
Недостаточно того, чтобы граната не попадала в поле твоей видимости. Даже при таком раскладе тебя ослепит. Чтобы не ослепило, необходимо повернуться к гранате почти спиной. Несколько фактов. В реальности граната имеет направленное действие, то есть если граната будет лежать тебе чекой, то эффект будет минимальный или его совсем не будет. Раньше так и было в игре, возможно оно так и осталось, но за все время тестов не было ни одного раза, чтобы не было ослепления. А теперь давай поговорим о некоторых хитростях в применении гранат. Первая хитрость — это подарок для преследующего тебя игрока. Если ты убегаешь от врага на шифте, то можешь подловить противника, бросив гранату себе под ноги. При этом даже не нужно останавливаться, достаточно просто прожать G. Но эта фишка не сработает, если у тебя в руках будет холодное оружие или пистолет. При таком маневре ты даже не получишь урон. Второй пример. Перекинуть подарочек через забор. Если ваш враг находится за забором, или допустим на первом этаже здания, то можно закинуть гранату легким движением руки, а не бросать как очумелый через G. Для этого берем в руку гранату, нажимаем на правую кнопку мыши один раз, после чего ЧВК выдергивает чеку. Но не волнуйся, он не выбросит гранату, и в руках она не взорвется. А теперь еще раз нажимаем на правую кнопку мыши и просто перекидываем ее через забор. Сила броска при этом сильно ниже обычного броска гранаты через G. И третий пример. Также иной раз лучше гранату не пытаться забросить противнику сверху. Например, когда противник укрывается за небольшими препятствиями, а подкатить ее слева или справа от этого препятствия. Это увеличит шанс убить его. Граната на текущий момент это довольно мощное оружие, которое легко может избавить вас от противника, ну или противника от вас. Но есть одно большое но в игре на данный момент. Это но заключается в том, что многие предметы в игре не пропускают урон. Можешь глянуть рубрику бонус-баг в наших двух частях по пробитию материалов. В одном из них ведро спасает от взрыва, а в другом картонная коробка. Так что в помещениях с кучей разных укрытий есть большой шанс не получить урон от гранаты. Но мы надеемся, что в будущем это исправят и гранаты будут самым смертельным оружием в игре. Что еще хотелось бы сказать про гранаты? Это то, что если у тебя в руке граната с выдернутым кольцом чеки, то после твоей смерти она не взорвется. Но разработчики обещали это исправить. А на сегодня у нас все. Подписывайся на канал, ставь лайк и пиши в комментариях свои мысли о применении гранат. Спасибо за просмотр, пока!